Привет, друзья! Вы на канале Куйсталь. Сегодня мы посмотрим на наш самодельный станочек, который сделан из комплектующих, которые у нас были, поэтому не судите строго. Поехали! Данный станок, вот рама данного станка изготовлена из профильной трубы 40×25. На станок установлен вот такой вот блок из Казахстана. О нем немножко попозже, просто он был синего цвета, поэтому цвет рамы мы выбрали в цвет блока. Вот, и получился вот такой вот красивый у нас дизайн. Назвали мы наш станок кузнечик. Вот видите, какая красивая наклеечка с кузнечиком, с молоточком. Все кует наш кузнечик. Вот. И лейбл нашего канала, я думаю, что может быть, когда мы уже сделаем по-настоящему, если захотим мы такой проект сделать, если вы нас поддержите, сделаем станок, можем, да, вот именно применить, скажем, такую марку, как и название нашего канала. Обшит станок вот такими фальш-панелями. Они изготовлены из листа 1 мм. Наверх установлена столешница. Столешница десятка. Пускай какой-нибудь производитель еще похвастается, то, что у него столешница десятка. Но столешница заказана на плазморезе. Все, никакого колхоза. Снизу подварены уголки. Все очень хорошо, конкретно, добротно сделано, сверху особенно. Так, на станке установлены вот такие вот лекала, вот с такими шестигранниками, благодаря чему смена этих лекал происходит достаточно быстро. То есть не надо ничего нам откручивать, прикручивать. Поставил старта лекала, сейчас я вам все покажу. Скрутил, поставил уже вот это лекало продолжение. Ну и ролик тоже передвигается из подшипников такой. Здесь, короче, все сделано добротно. Дальше смотрим вот переднюю часть нашего станка. Здесь у нас установлено электрооборудование. Вот, все сделано культурно. То есть вот открывается электрооборудование, 2 опускателя реверсивных, так как станок на 380 вольт установлен, значит, для защиты от короткого замыкания автоматический выключатель S6, 6 ампер. Вот, станок на 380 вольт. Подключение станка выполнено по пятипроводной схеме, то есть у нас отдельно идет заземление, станок постоянно у нас заземлен, и отдельно у нас идет 0. То есть при, скажем так, обрыве нуля у нас не кажется фаза на станке, как у других производителей. Вот. Здесь у нас вот установлен такой магнитик, это как в шкафах, вот как во всех, то есть достаточно удобно. Оп. Все, станок, электрооборудование открыл, закрыл. В случае чего даже в какой-то аварийной ситуации можно легко вот открыть, вот тут включить, выключить автомат. Все, включаем автомат, загорается тестовая лампочка. Вот, а даже если уходишь, удобно видишь, включен станок, оставил или не включен. Вот. Дальше у нас вот здесь кнопки управления. Пока что станок управляется кнопками право-лево. Вот. И вот такой вот еще есть переключатель. Переключает он в режим управления, то есть в режим управления мы переключаем на управление кнопками, потом появятся педали. Вот, то есть можно управлять вправо-лево с помощью кнопок. И второй режим, это мы включаем, значит, вот так вот станок, и станок переходит в режим замятия, то есть у него постоянно можно сунуть профильную трубу и ее там заминать. Также у станка обязательно вот такая кнопка аварийной остановки. То есть в любом режиме, в котором бы не работал станок, если вдруг произошла какая-то аварийная ситуация, нажимаем, станок останавливается. То есть спасаем заготовку, а возможно и здоровье. То есть обязательно с установки такая кнопка. У нас она установлена. Дальше. Замятие на данном станке производится вот на таком блоке декоративной прокатки. Блок мы заказали из Казахстана. Установили вот такой блок. Блок недорогой, ссылку на производителя оставим в описании. В принципе, со своей работой блок справляется, все делает. Что мы, кстати, и продемонстрируем вам сейчас. Так, еще не рассказал, вот не пожалели мы, такие колесики поставили. Все, колесики с тормозами, можно стопорить станок, отпускать, то есть перекатывать. То есть станок мобильный, можно его поработать и оттащить его на какое-то место, где он уже не мешает. То есть обязательно тормоза, то есть станок можно застопорить, он тогда не ездит, не катается.
Итак, друзья, сейчас непосредственно попробуем замять окончание и потом согнуть завиток. Все, ролик легко откручивается, легко ходит, все отлично сделано. Все производится в том же режиме, что и декоративный прокат. То есть вот здесь вот включается вот это вот переключатель. Просто работаем мы уже с другой стороны. Катаем прокат с той стороны, а заминаем лапку с этой стороны. Ну вот такое получается у нас замятие. Ну я думаю, что этого достаточно, можно было бы и больше. Но у меня особо сноровки пока нет. Где-то можно за 3 раза сделать 80 сантиметров. За 3-4 раза где-то так вот. Ну достаточно быстро можно катать. Вот, заминать такие окончания. Сейчас мы будем гнуть завиток. Устанавливаем стартовое лекало. Кстати, лекало тоже самодельное. Все, вот сами тоже научились делать лекало. Для себя вот делаем такие, вырезаем на лазере, тоже свариваем. Тут все так получается неплохо. Мне лично очень не хватает педали в данном случае, но что делать? Ну, будем работать без педали. Переводим станок в режим управления и уже управляем с помощью кнопок дальше. Всовываем дальше. Здесь вот эта шайба, она на один уровень все это выводит, и получается, что вот сама вот эта вот штука, она уже не трется по столешнице и не портит ее. Ну, таким образом. Вот такой получается у нас стартовый завиток. Кстати, я, честно говоря, первый раз работаю на этом станке. Про работу на этом станке можете посмотреть на нашем втором канале, где человек, который уже немножко приноровился с ним работать, достаточно ловко справляется с гибкой завитков на нем. Все, дальше меняем лекало и переставляем ролик. То есть смотрите, как легко происходит у нас смена лекала. Вот. В перспективе можно уже будет поставить метки, то есть докуда, ну, где ставить ролик и в каком положении должно стоять лекало, ну, чтобы оно уже сразу, ну, можно было в него вставлять завиток. Фиксируем опорный ролик и продолжаем гнуть завиток. Кстати, ничто нам не мешает, вот, смотрите, какой замечательный завиток. Кстати, ничто нам не мешает снова вынять это лекало. Это очень быстро все происходит. Снова поставить стартовое лекало. Допустим, снова же мы можем переместить и этот ролик. Вот. Так, вот, допустим, его переместить. И сделать уже валюту. Сейчас мы сделаем с вами валюту. То есть не надо никаких тут крутить болтов. Все вот так вот легко меняется. Вставляем, фиксируем зажимом и можем продолжать гнуть валюту. Вот. Ну, не знаю, гнуть можно сколько угодно, там можно больше, можно меньше. Ну, вот такая получается у нас валюта замечательная, без прямого никакого участка. Ну, такая вот красивая. Ну, мне нравится. Нравится ли вам, пишите в комментарии. Вообще, пишите в комментарии, понравился вам наш станок или не понравился. Ну вот, друзья, такой вот у нас вышел станок. Я думаю, в некоторых местах даже не хуже заводского, а в остальных, которых, может, где-то чуть он им уступает, ну, просто он сделан не из тех комплектующих, которые мы поехали и купили, а просто из тех, что было. Поэтому, кому понравился наш станок, кому понравилось видео, кто хочет, чтобы мы еще что-нибудь построили в части станков для ковки, ставьте лайк. Если вам не понравилось видео, либо не понравился автор канала, либо еще что-нибудь, ставьте дизлайк.
А пока до свидания, до новых встреч на нашем канале.